Всем привет! В этом видео я расскажу о Скоромуче. Все, что нам пока что известно о нем. Начнем с описания. Характер. Скоромуча обладает скверным и жестоким характером, чувством абсолютного превосходства над другими. Он эгоистичен и не умеет держать рот на замке. Из-за этих качеств его не любят многие фатуй. А исходя из сплетен, которые слышал Виктор, даже остальные предвестники не переносят его на дух. Скоромуча в долгу не остается. На фабрике по производству глаза порчи он прямо заявляет, что сеньора и Тарталья его самые неблагожелательные коллеги, и вряд ли его мнение о других предвестниках, включая вышестоящих, значительно лучше этого. Также он показывает свою садистическую сторону, когда с восторганием наблюдает за страданиями путешественника от темной энергии мертвых архонтов. Помимо этого, Скоромуча очень хитрый и непредсказуемый человек. В событии «Заблудшие звезды» он показан двуличным. Сначала предстает в дружебной форме перед путешественником. Предвестник скрывает свои истинные намерения и цель убить героя, который раскрывает после разоблачения. При всем этом Скоромуча ни разу не лжет персонажам, ограничиваясь сокрытием своей истинной личности. А в конце события даже делится знаниями о так называемом лживом небе, которое получил в ходе изучения метеоритов. Способности. Несмотря на кажущийся безобидный вид, Скоромуча очень опасен. Так Мона заявляет, что он куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Впоследствии ее догадку подтверждает Яймика, которая говорит путешественнику, что Скоромуча превосходит по силе даже сеньору, хотя сказитель еще не демонстрировал свою силу. Можно предположить, что его способности похожи на таковые у Сёгун Райден, так как они оба являются куклами, которых создала Эи. Из немагических навыков стоит отметить его способность провоцировать людей на совершение необдуманных и даже опасных действий. Так сказитель смог одними словами привести путешественника в гнев, тем самым сделав его уязвимым к смертельному влиянию мертвых архонтов, что едва не стоило герою жизни. Внешность. Скоромуча юноша со строгой фигурой и красивым лицом. У него невысокий рост, короткие темно-синие волосы и синие глаза с ярко-красной подводкой. Его одежда состоит из черных шорт и черных сандалий, а также большой шляпы с 4 загнутыми вверх крючками по окружности. 2 декоративных аксессуара висят на красных нитях, прикрепленных к задней части его шляпы. Сзади на его шляпе висит полупрозрачная черная вуаль, разделенная надвое. В общем и в целом его стиль одежды напоминает традиционный японский наряд. История. До события игры. После события катаклизма, потерявшая сестру Вельзевул, она же Райден Эй, решает достичь подлинной вечности, и поэтому она начинала подготовку по переносу своего сознания в царство Эфтюмии ради нескончаемой медитации. Для осуществления этого плана Эй нужна была точная копия себя, которая смогла бы взять роль электроархонта и правителя Инадзумы. Так родилась идея о создании разумной куклы. По всем своим характеристикам практически неотличимой от настоящей Вельзевул, но вначале Архонт решила создать прототип, который должен был показать саму возможность реализации этой идеи, а потому он создавался не по подобию Вельзевул. Так была создана кукла, которая и является Скоромуча. Его первое имя было забыто. Прототип был сконструирован как сосуд для сердца бога Электро, но он не смог выдержать такой огромной мощи. Райден Эй могла уничтожить прототип как бесполезный и отработавший свою задачу, но, чувствуя вину перед ним, Вельзевул просто запечатывала его силы и погрузила в глубокий сон.
Спустя неизвестное время прототип неизвестным образом проснулся ото сна. Он начал скитаться по Инадзуме, при этом не имея собственного имени. В определенный момент он столкнулся с одним из 3 йогу, мастером мечей Микоши Нагамасой, и присоединился к его группе. Но спустя определенное время покинул ее из-за неизвестного неприятного инцидента. Известно, что прототип и Микоши Нагамаса стали врагами и в определенный день встретились вновь. Судьба Нагамасы неизвестна. Прототип решил и после встречи мстить мастеру мечей, и месть эта проявилась в уничтожении кузнечного искусства Райден Гокаден. Он сумел с помощью махинации уничтожить школы Кёсин, Доме и Сэндзю и довести школу Ишин до упадка. Но позднее прототипу надоело это дело, поэтому школа Аменома полностью сохранилась. После этих разрушительных манипуляций он взял себе имя Куниказуши, буквально разрушитель страны. В определенный момент Куниказуши столкнулся с Фатуй. Посчитав организацию интересной, он вступает в нее. После ученые Фатуй полностью разблокировали силы прототипа, заодно добавив свои модификации, которые сделали Куниказуши еще сильнее. Одним из усилений стал некий артефакт, способный заменить предназначенное для прототипа сердце бога Электро. Но это сердце было плохим, эгоистичным и лживым, и Куниказуши не желал иметь его, но продолжал держать его в себе, возможно опасаясь, что потеряет, как ему казалось, обретенный смысл существования. В конце концов, Куниказуши стал 6-м предвестником Фатуй, известным под именем Скоромуча и титулом Сказитель. События заблудшие звезды. Первое появление Скоромучи происходит в задании фазы 2 «Звезды недостижимой мечты», где он представляется игроку как странник из Инадзумы. Он случайно натыкается на Фрица, работника винокурни «Рассвет», который из-за взаимодействия метеоритных осколков погрузился в сон. Во время диалога с героями Скоромуча обращает внимание на путешественника, интересуясь его званием «Почетный рыцарь», но далее не вдавался в подробности, удаляется после прихода Милилита. Позже он появляется в фазе 3 «Звезда судьбы», встречавшись с путешественником Фишель и Моной. Скоромуча пытается присоединиться к их беседе, хотя его истинные намерения являются убийство главного героя. Почувствовав неладное, Мона телепортирует себя и остальных героев прочь, прежде чем предвестник успевает к ним подойти. Разочаровавшись, Скоромуча отдает приказ разобраться с путешественником своим подчиненным. Однако громадные метеориты, пролетающие над его головой, заставляют предвестника передумать и вернуться к своим исследованиям. В последний раз Скоромуча появляется в заключительной фазе события, где звезды встали в ряд. Он находится на рифе Маска, рядом с главным метеоритом, куда прибывает путешественник с Моной. Предвестник говорит о завершении своих исследований, на которые, как оказывается, в прошлом его подтолкнул Пьеро. В ходе изучения метеоритов Скоромуча обнаруживает, что звезды, небо, все это колоссальная ложь. Путешественник скептически относится к данному выводу. Однако предвестник лишь смеется в ответ и говорит, что раньше считал так же. В конечном счете Скоромуча покидает путешественника и его спутников, оскорбляя их и намекая на повторную встречу в будущем. Основные события. Скоромуча вновь появляется в главе 3, том 2, «Всевидящий бог. Бренный мир» в задании «Глаза порчи», где предстает как директор фабрики по производству глаз порчи. В зависимости от того, проходил ли игрок события «Заблудшие звезды» или нет, Скоромуча по-разному отреагирует на путешественника. Если событие не было пройдено, то сказитель представит себя в характерной предвестником Фатуй форме.
В любом случае, предвестник начнет свою речь, в ходе которой выяснится, что именно Фатуй стоят за охотой на глаза Бога, приведшей к гражданской войне в Инадзуме. Скоромуча также будет жестоко оскорблять людей, которым повезло стать владельцами произведенных на фабрике глаз порчи, включая Тепея, заявляя, что они немощны и умерли бы в любом случае. Эти слова приводят путешественника в ярость, но делают его или ее уязвимой к смертельному влиянию останков Арабаши. Герой начинает терзать сознание, а Скоромуча наступает с целью убить путешественника. Но внезапно в зале фабрики появляется Яймика. Уже когда путешественник потерял сознание, она дает предвестнику сердце бога Электро в обмен на жизнь путешественника. Получив желаемое, Скоромуча позволяет героям уйти и оставляет их в покое. Но вместо того, чтобы вернуться с добытым артефактом в Снежную, предвестник обрывает все связи с Фатуй и подается в бега, по-видимому, желая стать носителем сердца бога Электро и обретая свой истинный смысл существования. Этимология. Скоромуч по-итальянски происходит от стандартного персонажа комедии дель арте, разновидности итальянского театра. Скоромуч, маленький застрельщик, обычно представляет собой набор различных злодейских черт, но в первую очередь он беспринципен и ненадежен со склонностью к интригам, из-за чего попадает в трудные ситуации. В отличие от своих собратьев-предвестников, Скоромуч носит маску не на лице, а на голове. Это может быть связано с оригинальным актером комедии дель арте Тиберио Фиорило, роль Скоромуча, сыгравшего без маски. Стилизированная шляпа касса Скоромуша может быть отсылкой к костюму персонажа. Он состоит из большой свободной шляпы, свисавшей ему на шею. Термин «скоромуч» стал ассоциироваться с классом марионеток с выдвижной шеей, что может быть связано с тем фактом, что Скоромуш изначально был прототипом марионетки Сёгун Райден. Куниказуши с японского, имя, которое он в настоящее время использует для себя, буквально означает «разрушитель страны» на японском языке. Куниказуши – злодейский стандартный персонаж кабуки, традиционной формы японской популярной драмы, которая также существует во вселенной Геншин как традиционный театр Инадзумы. Куниказуши обычно появляются в произведениях, тема которых Оие Сондо – благородные семейные споры, где он замышляет узурпировать страну. Куниказуши считается одним из самых отвратительных, но энергичных и выдающихся стандартных персонажей кабуки, и его важность обычно требует роли, которую должен играть глава или звезда труппы кабуки. Различные аспекты характера Скоромуша особенно касаются его появления в «Заблудших звездах», отсылая к тексту песни «Рапсодия Богемии» британской рок-группы Queen, в которой есть знаменитая фраза «Скоромуш, Скоромуш, ты сделал фанданго». Саундтрек, который играет во время первого появления Скоромуша на мероприятии, называется «Зловещий фанданго». В текстах упоминается Вельзевул, альтернативная форма имени Эй, которая является создательницей Скоромуша. Поющий песню несколько раз обращается к своей маме, что может быть интерпретацией типа отношений между Вельзевул и Скоромушем. В текстах песни упоминаются удары молнии и грома, что символизирует Инадзуму, регион Электро, откуда родом Скоромуч. Лирика – это настоящая жизнь, это просто фантазия, показывает, что говорящие в песне сомневаются в естественном порядке мира. В песне также упоминается Галилео Галилей, который в свое время был известен тем, что бросал вызов убеждениям об астрономической модели. Ближе к концу «Заблудших звезд» Скоромуш делает открытие, которое побуждает его заявить: звезды, небо – все это колоссальная ложь.
Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале. Ну, еще раз большое спасибо. Увидимся в других моих видео на моем канале.